Буквально на следующей неделе все рынки будут готовиться к серьезному бою и ждать удара от ФРС, ведь не забываем, что скоро объявят долгожданную процентную ставку, от которой будет зависеть осеннее настроение не только фондового рынка, но и крипты. Самый большой страх заключается в том, что ставки вновь повысят, а как мы знаем, повышение равносильно падению, после которого наши портфели начинают постепенно проседать. Только вот вопрос, стоит ли нам действительно ожидать падения, или лучше набраться как можно больше оптимизма и не переживать. Скажу так, что все будет зависеть от прошлых показателей и того, по каким правилам будет играть ФРС. И все это мы разберем в сегодняшнем ролике. А также вы узнаете, чем так опасны процентные ставки для инвесторов, зачем их повышают, что делать во время роста процентных ставок и как на этом заработать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Чтобы в будущем не пропускать наши новые видео, перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы начинаем. Согласитесь, было бы банально сказать, что ставки будут повышать и рынок будет падать. Вот поэтому мы сначала разберем, что же такое процентные ставки на самом деле и почему мы теряем свои деньги после того, как старенький дедушка говорит, что у экономики США явные проблемы. Итак, давайте по порядку. Процентная ставка. Простыми словами, это некая волшебная палочка, с помощью которой американские власти могут влиять на финансовую ситуацию в стране. Махнули в одну сторону, и банки начали активнее выдавать кредиты, стимулируя экономику, но при этом увеличивая инфляцию. Махнули в другую, и экономика начала замедляться, а инфляция стабилизироваться. Но очень часто даже опытные инвесторы называют ставку ФРС по-разному. Кто-то говорит процентная ставка, другие ставка по федеральным фондам или учетная ставка, из-за чего происходит небольшая путаница. На самом деле в США существует сразу две ставки. Это процентная и ставка федеральных фондов. Первая из них похожа на ключевую ставку, которую используют страны СНГ. И по этой ставке государство кредитует финансовые организации, такие как банки, фонды, ну или, например, будки с микрозаймами. Последняя, конечно, шутка, эти организации существуют сами по себе. Однако объемы такого кредитования мизерные, именно поэтому в США ключевая ставка оказывает намного меньше влияния на экономику, чем в странах СНГ. А вторая ставка, наоборот, очень важна. Именно ставка федеральных фондов является самой важной в финансовой системе США. И именно эту ставку контролирует ФРС. На практике все выглядит следующим образом. В США любые организации, у которых можно положить деньги на депозит, обязаны хранить в Федеральной резервной системе определенную сумму своих депозитов в качестве обязательных резервов. Для этого в конце каждого дня, когда банки выплачивают и получают средства, они могут в конечном итоге иметь больше или меньше средств, чем им необходимо для выполнения целевого показателя резервных требований. Банки с избытком средств обычно сужают их на ночь другим банкам, у которых не хватает денег. Вместо того, чтобы оставлять эти средства на своих беспроцентных резервных счетах ФРС или в качестве свободных денег в хранилище. Этот межбанковский рынок известен как рынок федеральных фондов, а эффективная процентная ставка по ежедневным операциям на этом рынке известна как ставка по федеральным фондам или ставка ФРС. Для новичков, которые первый раз в своей жизни купили крипту или акцию какой-нибудь компании, это может показаться сложным, не спорю, но всех больше интересует, как эти ставки влияют на рынок, чтобы знать, покупать или продавать различные активы, правильно? Честно говоря, влияние ставки на финансовые рынки может быть вообще непредсказуемым, но если рассматривать самые простые сценарии, то при снижении ставки ФРС американский фондовый рынок получает стимулы для роста. Инвесторам становится выгоднее вкладывать свои деньги в акции или, например, покупать ту же крипту. А если ставка растет, это уже делает более привлекательными консервативные финансовые активы, такие как долговые ценные бумаги или банковские вклады. Повышение ставок всегда ведет к оттоку капитала с фондового рынка и, понятное дело, негативно влияет на цену акций, не говоря уже о крипте. Если обратить внимание на последние отчеты, то можно увидеть, как начиная с этого года процентная ставка исключительно росла. Ведь США таким образом приходилось бороться с инфляцией. Мы часто выпускали видео перед публикацией ставок и давали хорошие рекомендации. По большей части они были связаны с игрой на понижении. Так что те, кто вместе с нами открывали шорт-сделки, оставались в плюсе даже на падающем рынке. И сейчас мы также не оставим наших подписчиков на произвол судьбы. Ведь до публикации отчета вы сможете получать всю самую свежую и актуальную информацию в нашем телеграм-канале Coin22, где мы специально для вас ежедневно публикуем важные события в мире крипты. А если вы не желаете тратить много времени на анализ рынка и подбор прибыльных монет, эти возможности может предоставить подписка Coin22 Pro, где команда аналитиков Coin22 будет предоставлять для вас подробный анализ крипторынка, прогнозы множества монет, торговые стратегии и многое другое. И уже сейчас для участников Pro подписки подготавливаются прибыльные сделки на тех событиях, которые ждут нас в будущем. Поэтому если вы желаете тратить минимум времени, а получать максимум пользы, воспользуйтесь подпиской Coin22
Coin22 Pro. Всю подробную информацию сможете найти в описании под этим видео. Итак, чтобы приблизительно понимать, какой реакции рынка нам следует ждать, нужно просто оценить прошлые показатели и посмотреть, как рынок реагировал ранее. Вообще, большинство впервые ощутили мощь процентной ставки именно в июне, а если быть точнее, в рамках с 10 числа по 15. Тогда было два мощных удара. 10 июля опубликовали индекс потребительских цен, после чего рынок рухнул. Но про ИЦП мы поговорим чуть позже. И 15 числа ФРС оставалось дать небольшой щелбан, чтобы рынок постепенно начал искать свое дно. Хотя самое интересное то, что ставки повысили всего на каких-то 0,75%. Но даже такое минимальное значение может покрасить все рынки в красный цвет. Так произошло, потому что никто не знал, насколько сильно ФРС будет ужесточать свою политику и повышать ставки. А вот когда ставку вновь повысили в конце июля, рынок почему-то отреагировал не таким падением. Я вам больше скажу, он даже подрос. Почему так? Казалось бы, ставку повысили, значит следует ждать падения, верно? Ну, не совсем. Помните, я говорил, что влияние ставок максимально непредсказуемое? Так вот, в июле мы это и ощутили на себе. Перед публикацией этого отчета ФРС, как всегда, проводили заседания, где Пауэлл и его дружная команда принимали решение, что же делать с этой ставкой. И, грубо говоря, решение было принято еще до публикации отчета. Все знали, что будет повышение. И еще сам Джером Пауэлл утешил всех тем, что ФРС будет смягчать свою политику, чтобы простые инвесторы перестали драть на себе волосы из-за очередных падений. В принципе, такой ход конем действительно простимулировал не только фондовые рынки, но и нашу крипту. Ведь именно тогда биток вырос практически с 20 тысяч аж до 24,5 тысяч долларов. И об этом мы также говорили в наших прошлых роликах. Но вот уже к публикации решения ФРС времени остается все меньше и меньше. Так каких же результатов нам следует ждать? Важно знать, что думает ФРС, когда они встречаются для обсуждения процентных ставок и своей политики. А теперь вспоминаем, что ранее я упомянул такую вещь, как индекс потребительских цен. Так вот, ФРС рассмотрит ИПЦ, отчеты о рабочей силе, индекс цен производителей и многое другое, что будет представлено в экономическом календаре на следующей неделе, чтобы принять окончательное решение, повышать ли ставку в сентябре или нет, а если даже повышать, то насколько. И я не зря сделал такой большой акцент именно на ИПЦ, потому что отчет опубликовали 13 числа, и рынок крипты отреагировал, скажем, не самым лучшим образом, ведь биткоин показал более 10% минуса. Эфир даже после успешного слияния не смог удержаться под давлением продавцов и упал почти на 20%, тем самым забрал себе корону лидера падений. Но это вообще не удивительно, так как те, кто посмотрел это видео, которое мы выпустили до слияния, ничего не потеряли. Я вам больше скажу, многие заработали вместе с нами, ведь в том ролике мы четко дали знать, почему эфир будет падать. Ну а другим альткоинам ничего не оставалось делать, как просто посмотреть на биткоин, сделать Ctrl-C, Ctrl-V и падать от 5 до 10%. Виной всему тот самый индекс потребительских цен. Согласитесь, ощущается небольшое чувство дежавю, как будто мы уже это где-то видели. Ну конечно, практически идентичная картина наблюдалась именно в начале лета. Это наглядно может продемонстрировать график биткоина. Вот смотрите, 10 июня опубликовали ИПЦ. Биток что сделал? Правильно упал. И 15 июня процентные ставки. Биткоин опять продолжает падать. А вот теперь смотрим на этот месяц. 13 число вышел индекс потребительских цен. Биткоин упал. Через 3 дня решение по ставке. Что будет с ценой, догадаться нетрудно. Ей ничего не останется, как просто падать. Повторяю, летнее снижение. Но то, что будет падение, понятно. А до какого уровня? А вот это уже будет зависеть от того, насколько ФРС увеличит ставку. Многие экономисты, в том числе из Банков Америка, считают, что в этом месяце произойдет третье подряд повышение ставки на 0,75%, поскольку ФРС надеется замедлить инфляцию. Ребята из ФРС также намекают, что Центральный банк будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока они не возьмут инфляцию под контроль, как быка за рога. Сроки достижения этой цели неизвестны, поскольку нам нужно немного подождать, чтобы увидеть, как экономика отреагирует на каждое дополнительное повышение ставок. Если мы знаем, когда состоится следующее заседание ФРС, то можем быть готовы к любому возможному повышению. В принципе, к повышению на 75 базисных пункта ссылаются практически все аналитики. Ведь экономисты ФРС держат четкий прицел на то, чтобы к концу года ставка была плюс-минус 4%, и уже только тогда, начиная с 2024 года, ее возможно начнут снижать. По поводу ухудшения экономической ситуации нас начал пугать даже Илон Маск, когда в своем твиттере выложил пост, где написал, что повышение ставки может привести к дефляции. Это когда доллар становится дороже и цены, например, на тостер, падают. Покупатели видят, что цены снижаются и ждут, когда они будут еще ниже, чтобы получить максимальную выгоду, но при этом спрос на тостеры падает. Товар просто-напросто лежит на полках и покрывается пылью, при этом производство приостанавливают, и компании начинают увольнять своих сотрудников, ведь такого количества работников уже не требуется. Проще говоря, ничего хорошего в момент дефляции не происходит, а становится только хуже. Отчасти Маск прав, и мы действительно сможем наблюдать что-то подобное. Но не сидеть же сложа руки и наблюдать, как рынок летит вниз, правильно? Потому что даже в таких моментах можно получать прибыль. Идеальным вариантом будет использовать падение для открытия шорт-позиций. У нас есть даже
даже отдельное видео, как это делать правильно. Шорты можно открывать практически на всех монетах из топ-10, так как их снижение более предсказуемое, чем у шиткоинов ниже топ-100. Только здесь нужно обратить внимание на кредитные плечи. Жадничать не советую, и идеальное кредитное плечо будет не более 4. В таком случае отскоки цены не закроют вашу сделку за несколько минут. Также это падение может стать отличным временем, чтобы перевести небольшую часть депозита в стейблкоины и докупить те монеты, которые вы собираетесь держать хотя бы ближайший год. Одной из таких может стать эфир, ведь цена сейчас очень низкая. Даже несмотря на то, что мы все можем попытаться предсказать, что ФРС объявит о процентных ставках, мы действительно не знаем, что произойдет, пока объявление не станет официальным. Реальность нынешней ситуации такова, что процентные ставки вероятнее продолжат расти. Это означает, что вы должны дважды подумать, прежде чем делать какие-либо крупные покупки, поскольку они будут стоить вам гораздо дороже. Если смотреть на ситуацию более масштабно, то ничего страшного не произойдет. Это экономика, она циклична, и после любого падения начинается рост. Только для этого нужно время и ваше терпение. Те, кто имеет эти два фактора, останутся в плюсе, а те, кто спешит побыстрее скосить денег и свалить, останется только в минусе. Поэтому не волнуйтесь, в будущем ситуация 100% изменится. А на данный момент следуйте нашим рекомендациям, подписывайтесь на наш телеграм-канал и не забывайте о подписке Pro, которая даст вам возможность получать прибыль уже сегодня. Поддерживайте это видео лайком и увидимся в следующем ролике. Пока!